Опытные настольщики, особенно ценители евро, знают о так называемой Т-серии. Это целая серия игр, каждая игра в которой, вернее ее название, начинается на букву Т. Это хорошие, крепкие, комплексные евро с неплохим балансом, которые могут увлечь вас не на одну партию. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. На столе у меня сегодня Телетум, и это игра Даниэла Тошини и Симоне Лучиани. В этой игре вы отправитесь в Европу в средние века и будете управлять торговцем, у которого будет архитектор, у которого будет, соответственно, караван, который будет перемещаться по Европе, пытаться выслужиться перед королем, пытаться выполнять контракты с различными домами для того, чтобы его бизнес процветал. Для этого вы будете перемещаться по полю, и у вас не будет здесь миплов. Это не мипл плейсмент, это игра на перемещение, скажем так, рабочих. То есть у вас рабочие всегда будут на игровом поле, и вы будете перемещать их из одной клетки в другую, для того, чтобы выполнять какие-то действия, которые будут вам выгодны. При этом у вас будет свой торговый дом, он состоять будет из нескольких домиков, и вы будете туда привлекать важных граждан, которые будут помогать вашему бизнесу. А центром и сердцем этой игры является вот этот механизм такого колеса действий, на который будут выкладываться кубики, и эти кубики как раз вы будете разбирать в ходе игры для того, чтобы получать ресурсы и выбирать действия. При этом есть один интересный секрет в том, что чем больше ресурсов вы получаете с кубика, то есть чем больше на его грани указано значение, тем меньше будет сила вашего действия и тем меньше вы сможете сделать на игровом поле. Но зато нагребете ресурсов. Обо всем подробнее давайте разбираться, как играть в Телетум. Итак, изначально у каждого игрока есть такой планшетик. На нем на места для контрактов выставлены 5 колонн, 2 есть в запасе. И у нас выставлено 5 домиков в незаселенные дома, а один домик у нас уже заселен. И 2 таких фишки стоят у нас здесь. Сразу по одному домику выставляется в город Телетум, это выдуманный город, насколько я понимаю. И все ваши стартовые рабочие выставляются в тот же самый Телетум. То есть там будет такая вот тележка. И вот такой вот архитектор. Вот сюда выкладывают специальные жетончики. И ваши жетончики выставляются на отметочку 0 на треке короля. Из мешка выбирается определенное количество кубиков, они сразу бросаются и раскладываются на соответствующие значения вот на этом вот колесике. Вот эти вот места, они изначально на игровом поле все напечатаны, но есть отдельный комплект специальных жетонов, который будет менять вам колесо в ходе ваших следующих игр, если вы захотите изменить последовательность этих действий. А вот эта вот штучка на магнитике, она выкладывается также сюда и будет говорить вам, какие кубики куда выкладывать. То есть шторочки здесь нарисованы, кладем шторочки сюда. Все кубики разбиты по цветам в соответствии с вашими ресурсами. Ресурсы у нас есть 5 видов. У нас есть камень, у нас есть шерсть, у нас есть еда, у нас есть металл и у нас есть золото. Золото — это некий джокер, который будет помогать вам, во-первых, перегонять кубики с одного места в другое. То есть, доплатив золото, вы можете взять и, например, вот этот кубик сделать двоечкой, и тогда он, соответственно, пойдет сюда. И если вам нужно было именно это действие, вы сможете выполнить это действие. А возможно, вам нужно было просто больше этого ресурса, но это не очень выгодно, может быть. Потому что в любой момент игры вы за 2 золота можете купить себе дополнительный ресурс. И все ресурсы фактически у нас имеют свое, скажем так, направление. То есть за металл и шерсть мы будем выполнять в основном контракты для того, чтобы получать массово победные очки и освобождать себе новые колонны. То есть мы когда контракт купили, если на нем вот здесь написано 2 шерсти, 2 металла, он уходит сначала на склад, к нам все изначально в принципе будет уходить на склад, все же квадратные жетончики, которые мы будем получать. И в любой момент игры мы можем в свой ход заплатить 2 шерсти и 2 металла, чтобы этот контракт выложить вот сюда, тем самым занять ячейку и получить победные очки. Шерсть и металл нам нужны для этого. Далее, еда. Еда нам нужна для того, чтобы населять наши здания. Вернее, не для того, чтобы населять их людьми, а для того, чтобы повесить на них гербы. У нас вот здесь есть стоимость, и если у нас в резерве будет лежать герб, то мы, соответственно, за указанную стоимость в еде можем впихнуть его в какую-то из этих ячеечек, получить супер крутое действие от 5 победных очков до возможности переместить любой элемент куда угодно на игровом поле. При этом можно будет переместить как архитектора, взять его, например, бахнуть вот сразу вот сюда, как бы, да, вот к этому собору. Или, например, нашего торговца взять и бахнуть в Лондон, куда ехать не очень удобно, но выбираться тут тоже, правда, не очень удобно. Или, например, взять и построить сразу домик где-то, это вот эти вот действия. То есть еда нужна для того, чтобы получать мощные действия, и вам придется набирать ее достаточно много в игре, то есть если вы хотите себе все эти
жетоны выложить туда. Камень нам нужен будет для того, чтобы мы могли участвовать в строительстве различных соборов. У нас в данный момент на поле строятся разные соборы. Вот этот вот не строится. Всегда в игре есть один собор, который не строится. Это дает некоторое дополнительное разнообразие в игре. А вот здесь вот под каждым собором лежит такой вот жетончик. И он указывает, сколько нужно туда вбросить камня для того, чтобы поучаствовать в постройке этого собора. Но для этого вам нужно будет еще иметь колонну в этом соборе. И тогда, вкинув 6 камня, вы получите 4 победных очка и заберете себе жетон. И еще 12 победных очков, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливым человеком и строителем соборов. Золото же я уже рассказал, для чего используется. Итак, каждый ход игрока начинается с того, что он берет один из кубиков. И этот кубик определит, в принципе, практически все, что будет делать игрок в этом ходу. В частности, пойдемте по кубикам прямо по номиналу. Во-первых, если вы берете кубик черный, вы получаете столько, сколько на нем написано, камня. Серый — шерсти, синий, голубой — металла, желтый — золото, розовый — еды, все логично. Но все кроется в деталях именно вот этих действий. И мы поехали отсюда. Вот это действие архитектора. Взяв кубик, вы выполняете действие архитектора вот с такой силой. И оно позволяет вам подвигать вашего архитектора. То есть, например, у меня сейчас сила действия архитектора будет 6. И архитектора я могу двигать за одно действие в соседний регион. То есть, например, поехал вот сюда. Дальше я могу либо взять и выставить сюда колонну за одно действие, либо забрать вот этот жетончик. Потратив второе и третье действие, я делаю и то, и то. Четвертым действием я еду сюда, пятым действием я еду сюда, и шестым действием, например, выставляю еще одну колонну. Разбраться с колоннами тоже не стоит, потому что это важный ресурс, который позволит вам вкладываться в строительство соборов и получать много очков. И то есть вот здесь вот, например, построив собор, я получу всего 5 очочков, и это прям не так уж много. Но с другой стороны, вот эти жетончики будут мне давать победные очки в конце первого раунда. Итак, это мы сделали. Второе действие вот это вот, это действие вашего купца. И оно, в принципе, симметрично тому, что может делать ваш архитектор. Только вместо того, чтобы выставлять колонны, ваш купец будет выставлять вот такие вот ячеечки. То есть приехал, например, сюда и поставил вот сюда вот домик. Это очень важно. Но поэтому лучше нам приехать, например, сразу вот сюда вот и поставить домик вот здесь. Но здесь по дороге мы забрали себе жетончик также. То есть мы потратили 1, 2, 3, 4, 5 действий. Если бы могли потратить здесь, а здесь оно всего одно. Забрав при этом заранее кубик. Следующее действие короны. И это очень простое действие. Сколько у вас сил этого действия, насколько ваш жетончик подвигался вот здесь. Раз, два, например. Вот если бы я взял сейчас кубик серенький, я получил бы себе 5 камня и подвигался бы здесь по короне на 2. Следующее действие Джокера. И оно позволяет вам выполнять любое другое действие. Важный момент в том, что вы не можете разбивать действие Джокера. То есть, например, у него сейчас сила 3 на разные действия. Вам придется выбрать одно и выполнить его. Следующее действие контракта. У нас есть сила контрактов. За силу контрактов мы можем либо за одно действие совершить обмен одних ресурсов на другие, либо начать набирать контракты, и стоимость их стоит вот здесь. Все контракты, которые мы набираем, уходят вот сюда. И последнее действие — это действие персонажей. Также за действие персонажа набираем персонажей, они все стоят 1 изначально, но также мы сможем за эти же действия выкладывать их вот сюда. И цена указана вот тут. На первый этаж положить стоит 1, на второй 2, на третий 3. Персонаж, как только приходит в домик, сразу дает вам вот те ресурсы, которые у него написаны. Плюс, если у вас домик будет со всеми персонажами, да еще и с гербом, вот так вот, запомним, то вы сразу получаете себе бонус, который указан над этим домиком. И в частности, вот у этого персонажа в уголке указано действие персонажа, а это значит, что на действие персонажа я положу себе жетончик +1. И теперь каждый раз, когда я буду выполнять действие персонажа, у меня оно будет с силой +1. То есть даже если там будет стоять единичка, а она придет в следующий ход, на действие персонажа я смогу сделать 2 действия. Это такой маленький бонус. Плюс, когда я закрываю, соответственно, вот этим вот жетончиком вот сюда, я получаю дополнительные ресурсы и дополнительные действия. Но это не все, что мы можем делать в свой ход. Это, скажем так, основные действия. То есть вы обязаны всегда будете взять именно кубик, получить с него ресурсы. Если на том делении, где вы забираете кубик, вот я, например, взял и получил 6 золота, еще есть такой жетончик, вы забираете его и себе, если можете его себе впихнуть, если хотите. А дальше начинается комбо-вомба. В ходе игры вы также будете выполнять дополнительные действия. Дополнительные действия, они не требуют очков действия от вас, но они требуют некоторых усилий. Во-первых, вы всегда сможете взять и применить вот такой вот жетончик помощника для того, чтобы его сбросить и получить за него победные очки, ресурсы, а может быть даже дополнительные действия. То есть, например, если бы у меня был вот такой, то я сразу бы, потратив этот жетон, сделал бы 2 действия персонажа. Мог взять себе персонажика и даже теоретически выложить его куда-то в домик, на первый этаж. Мы можем выполнять контракты. Заплатили за контракт, соответственно, сразу бахнули его туда. Мы можем выкладывать гербы, можем менять, соответственно, золото на другие ресурсы, когда нам это необходимо. Мы можем также вкладываться в строительство соборов, то есть, но только в тех, где у вас есть такая колонна. И если, соответственно, у меня здесь стоит колонна, я могу вложиться в этот собор. В частности, здесь нужно будет потратить 5 камня, забирать себе вот этот жетончик,
и получить победные очки еще вот с этого. Прям полезно и круто. После того, как все игроки сделают по одному ходу, вскрываются вот эти два дополнительных жетона, и они отодвигают всех игроков на определенное количество ячеечек назад. И это всегда не очень хорошо. Поэтому трек короны и действие короны, оно очень важное и позволяет вам не терять очки в конце хода, а иной раз и даже зарабатывать их массово. Если тем более на треке короны лежат хорошие ресурсы, кубики с большими гранями, то, возможно, иногда туда стоит заглядывать, особенно пока другие игроки не успели этого сделать. Плюс, тот, кто дальше идет по треку короны, тот будет первым игроком в следующем ходу, а первым здесь ходить бывает критически важно, потому что на тех ячейках, которые могут быть вам очень нужны, могут лежать либо слишком маленькое количество кубов, либо, например, всего один кубик с тем ресурсом, который вам действительно важен. А совпадение ресурсов и действий для вас в этой игре — это очень немаловажная штука. Также важный момент, забыл упомянуть, что как только вы заполняете полностью домик с персонажами всеми и гербом, вы получаете себе дополнительный жетончик домика. То есть вот эти вот фишки мы освобождаем за какие-то активные действия. В частности, здесь нужно заполнять домики, чтобы вы получали новые домики, и выполнять контракты для того, чтобы получали себе новые колонны. Потому что рано или поздно те, которые у вас были в резерве, они закончатся, а выставлять их на игровое поле важно для получения победных очков. После того, как мы разобрались с королем, с фазой короля, мы переходим к фазе ярмарки. Они будут каждый раунд, после того, как все игроки доделали все свои 3 действия на ход. Фаза ярмарки у нас обозначается вот такими вот жетонами. Они каждую игру будут разные, даже города в них будут разные, но первая ярмарка всегда начинается в Телетуме. Для того, чтобы принять участие в ярмарке, либо ваш торговец должен быть в этом городе, либо вы уже должны иметь там домик, то есть свое представительство для того, чтобы участвовать в ярмарке. И вот только тогда вы будете получать победные очки, которые указаны там. При этом вы получаете их только раз за игру. Вот в данном случае у нас в первом раунде у нас говорится о том, что мы получаем победные очки за каждую пару выполненного контракта и, соответственно, полученного себе вот такого вот собора. Во втором раунде в данном случае у нас будет за количество домиков, и их, значит, вставлять надо побольше. В третьем раунде мы получаем за каждого персонажа на втором и третьем этаже, а в четвертом за количество гербов. И гербы — это, соответственно, очень важно. Поскорили, перевернули, и это же является у вас счетчиком количества ходов, которые вам нужно до конца ходы проходить. После этого, соответственно, забрасываем кубики по новой на игровое поле, выставляем жетончики, но только вот сюда. Всякие полезные бонусные жетоны вот здесь не возобновляются. Считаем, соответственно, кто получил сколько победных очков на треке короля. И если вы находитесь в красной зоне, обнуляете. Вот эти штучки замешиваются, выкладываются новые. Первая открывается, вторая откроется после первого хода игрока. И в конце игры мы получаем победные очки, как указано там на памятке. В принципе, здесь игровое поле все достаточно хорошо сделано. Везде есть памятки по тем действиям, которые вы можете делать. Получаем победные очки в конце игры. Первое — это за количество домиков, в которых у вас полностью заполнены комнаты и лежит герб. 3, 4, 5, 6 больше очков дают вам. Дальше перемножаем свои колонны и гербы, которые находятся на игровом поле, получаем за это победные очки, и каждые 4 оставшихся ресурса тоже дадут победные очки. Вообще игра очень элегантная, довольно простая по правилам, и после первой партии вы разберетесь с ней и будете играть в нее без проблем. А главное отслеживать один момент. Единственное, что в правилах не самое очевидное, это то, что вот один жетон скрывается вот здесь, а второй и третий жетон скрываются только после хода каждого игрока по первому разу. Но это сделано для того, чтобы вы понимали изначально следующее. Что перед первым раундом вы понимали, насколько, в принципе, большие проблемы с королем, потому что там есть жетоны 0, 2 и 1. И перед вторым ходом, чтобы вы уже понимали точно, насколько вам нужно пойти туда или назад, для того, чтобы оказаться впереди других игроков, или, наоборот, не потерять очки хотя бы просто. В игре достаточно много различных действий, и вы можете запускать цепочки действий. В частности, можно взять кубик, вместе с ним взять жетон, за этот кубик сделать действие, получив ресурсы, потом потратить этот жетон, чтобы получить еще одно действие какое-то, за это действие походить здесь, получить еще жетончик, за него сделать еще действие и так далее. То есть можно запускать прям практически цепочки действий разнообразные, но не стоит забывать о том, что у вас не резиновый ваш склад, и о том, что на все, скорее всего, потребуются ресурсы. И в игре есть небольшой кризис ресурсов, но в основном это кризис действий. Вам хочется успеть повсюду, хочется успеть везде, особенно с учетом того, что если, например, вам в Лондон попалась какая-то из ярмарок, попасть туда не очень просто, но у нас всегда есть, опять же, действие, которое позволяет нам нашего торговца переместить куда угодно игровое поле, потом придется оттуда выбираться. Вы будете искать маршруты, которые позволят вам с максимальной пользой использовать ваши действия, то есть проезжать через города, которые дадут вам дополнительные жетоны, чтобы жетоны дали вам что-то еще. Вы будете смотреть, куда вам лучше быстрее добежать, чем другие игроки, потому что за все вот эти вот соборчики, за них есть, опять же, небольшая гонка. То есть каждый следующий собор, он приносит меньше победных очков, чем предыдущий. Поэтому добежать до каких-то мест было бы очень полезно. Опять же, некоторые торговые ваши лотки, которые вы выставляете, также будут приносить победные очки, и, может быть, стоит добежать до них. Это обычно самые дальние, это Вена и Флоренция.
и вам нужно будет следить и за этим тоже. С другой стороны, если у вас еще эти города совпадут с тем, что вам там надо ярмарку бахнуть, возможно, туда и надо нестись со всех ног. В игре довольно-таки много разнообразия, с дополнением, которое добавит еще дополнительные игровые поля в виде шахт, по которым вы будете ходить дополнительными вашими рабочими шахтерами. Там также будут свои соборы, также будут, соответственно, места для торговых палаточек. Оно еще добавляет дополнительный ресурс, который позволяет вам делать клевые штуки, в том числе покупать новых торговцев, вернее шахтеров для этого добавления. Она масштабируется от 2 до 4 игроков количеством занятых ячеек вот здесь, количеством кубиков, которые выкладываются на игровое поле, и даже вот жетоны все вот и контрактов, и персонажей также, соответственно, меняются в количестве в зависимости от того, сколько игроков у вас участвует в игре. При этом важный момент в том, что вам прямо четко говорят, какие контракты и каких персонажей убрать, чтобы у вас был хороший баланс тайликов для любого состава игры. Но на двоих играть немножко проще и свободнее, чем втроем или вчетвером. То есть у вас достаточно много ячеечек, на троих-четверых их добавляется не то, что прям слишком много. То есть втроем-четвером игра плотнее. А так сыграть можно в игру на троих, на четверых за 1,5 часа, всего 4 раунда, по 3 действия в каждом. Если вы хорошо уже ее знаете, можете ее раскладывать как семечки. Хорошая евруха от хороших авторов, и поэтому, если вам нравится эта серия, если вам нравится то, что делают там Симона Лучиано и Даниэль Ташини, если вам нравится евро, и если вам нравится евро с таким некоторым историческим аспектом, то Телетум попробуйте. С дополнением, кстати, он будет еще интереснее. И это все на сегодня, что я вам хотел рассказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!